Если вы, как и я, являетесь владельцем бегонии Латиоль, то рано или поздно встает у нас с вами задача, как сохранить бегонию. Самый простой способ – это размножить ее черенком. Вот я вам показываю мои растения. Сейчас у нас с вами первые дни августа, это черенок от 1 апреля. Это, вернее, не черенок, а готовое цветущее растение. Вполне себе, как видите, хорошее. И уже нуждается в пересадке. Это литровый объем, но уже в бегонии здесь мало места. Это все черенки от 1 апреля. Как видите, уже нормальные, хорошие растения получились. Так вот, самый простой способ размножения – это черенкование. Давайте приступим. Чтобы приступить к черенкованию, нам нужно сначала подготовить грунт. Это грунт обычный, рассадный, на основе верхового торфа, покупной. И надо добиться такой влажности, чтобы при нажатии у вас несколько выделилось там капель. Да, вот как у меня капнуло несколько. А так грунт бы был рассыпчатый, не переувлажненный. Дальше вам понадобятся вот такие стаканчики одноразовые. Здесь у меня на 100 мл, но вы можете взять и на 200, какие у вас есть. Я отверстия не делаю, но если вы боитесь залить растение, то сделайте здесь отверстие несколько. Грунт насыпаем в стаканчик. И не утрамбовываем сильно, а просто слегка прижимаем, чтобы у нас заполнились тут все воздушные карманы. Вот так, да? То есть вот он у нас мягкий получился, мы не трамбуем ничего. Вот такой стаканчик у нас готов для черенка. И еще по моему способу вам понадобится вот такой пакетик с зип-застежкой. У меня вот такие маленькие, но можно и взять пакетики побольше, туда поставить, допустим, 2 или 3 стаканчика. То есть главное, вот эта вот застежка мне нравится. Теперь настала очередь взять черенок. Какой выбрать лучше черенок? На мой взгляд, лучше его брать с молодого растения. Или, допустим, если ваше растение только зацветает первым бутоном, там, вторым бутоном, вот такой черенок лучше всего взять. Вот у меня здесь их много. Я могу взять вот такой вот боковой. Смотрите, он еще не цвел у меня. Я просто его выламываю. Вот так сломала. Первый листок вот этот мы убираем. А вот эти два можем оставить, и вот этот маленький. Они нам мешать не будут. И этот черенок мы откладываем с вами в сторону. Ждем, пока подсохнет вот этот слом. Или если вы боитесь сломать, можете срезать. Но тогда вам придется обрабатывать инструмент. Инструмент должен быть чистым, особенно если вы переходите от растения к растению. Если же у вас, допустим, растение зацветает, вот покажу, да, на другом примере, мы тоже можем взять вот такой черенок, выломать его, да, видите, вот он зацветает, и вот этот вот, конечно, бутончик мы выламываем обязательно, и несколько нижних листьев, чтобы они нам не мешали. Вот и у нас получился такой тоже черенок. Ну, примерно вот так. И опять-таки откладываем в сторону, чтобы наши черенки подсохли, чтобы подсох срез. Итак, наш черенок подсох. Теперь мы берем любой укоренитель, какой у вас есть. Стряхиваем лишнее. И высаживаем наш черенок в углубление, которое сделали заранее. Сильно его обжимаем, чтобы он хорошо держался просто здесь. Ну и теперь остался у нас последний шаг. Это поставить его в тепличку из пакета с такой застежкой. Готово. Вот такой вот простой способ укоренения. Я потом все свои черенки собираю вот так в ящик. Как видите, вот они у меня здесь стоят. Да, уже
запотевшая. Вот такая, видите, тепличка. Видно, что растение дышит у нас. Вот здесь собирается конденсат. И в таких вот тепличках мы оставляем на 2 недели. Через 2 недели мы приоткрываем вот так пакет, чтобы наше растение дышало. И дальше начинаем ждать появления первых корней. После того, как тепличку открыли, мы регулярно ее проверяем, если нужно, поливаем. И когда замечаем первые корешки, сразу достаем растение из теплички, и пусть оно привыкает к обычной влажности воздуха. Когда корней уже много, и они практически вот оплели весь ком, настало время пересадки. Это уже не черенок, а молодое растение бегония элатиор. Надеюсь, что у вас тоже все получится. Не забудьте поставить лайк, это бесплатный эквивалент, спасибо. Ну а мне пора прощаться. До свидания. Надеюсь, до скорого.